Здравствуйте! Сегодня я покажу вам новую подборку мистических видео. Давайте начнем. Пользователь интернета под ником Адвил начал замечать, что когда он проходит мимо абсолютно пустого подвала, то слышит оттуда шаги по лестнице и даже голоса. Однажды он решил проверить, что же там такое, но все обернулось для него очень неожиданно. Hello? Hello? Okay. I heard something. Nothing? Is anyone there? Whoa, Jesus! Большой стеклянный шкаф сам сдвинулся со своего места на очень приличное расстояние. Адвил, когда увидел это, сразу же убежал. Но 2 дня спустя мужчина снова услышал странные звуки из своего подвала. Если замедлить видео, то видно, как внизу кто-то проходит, причем без верхней части туловища. Есть кадры в другом цвете, чтобы вы лучше смогли все рассмотреть. Сам Адвил говорит, что в те моменты, когда это все происходило, он был дома совершенно один. Более того, он сейчас находится в новом доме, в который переехал совсем недавно. Так что он понятия не имеет, с чем это все было связано. Это видео было опубликовано в Фейсбуке девушкой по имени Дженнифер, которая работает менеджером в отеле Eagle Nest. По легендам, в этом месте много призраков. Сотрудники не раз утверждали, что видели необъяснимые тени в зале и слышали странное детское хихиканье, когда вокруг ни души. Однажды, когда уборщица краем глаза заметила странную полупрозрачную фигуру, она решила попросить у охранников посмотреть запись с камеры. И вот что она увидела. В пустом коридоре быстро появляется и исчезает теневая фигура, очень похожая на детскую. И она движется очень быстро. Сотрудники уверены, что камера сняла призрака ребенка в тот момент. Но что же это было на самом деле, остается только догадываться. Этот мужчина очень популярен в американском сегменте интернета. Он тестирует разные телефоны, в основном сравнивая серии смартфонов марки iPhone и Samsung. И также устраивает разные проверки, сбрасывая технику с разной высоты, переезжая машиной, зажимая кусачками, разбивая молотком и многое другое. Однако при тестировании нового iPhone 11 Pro случилось кое-что неожиданное. Блогер провел 7 часов в изолированном месте в пустыне Невады. Он планировал сбросить iPhone с высоты 50 метров в горячий источник. Это место также известно как котел дьявола. Вы можете увидеть даже пар над водой. Windy. We're basically in the middle of this desert. I want to show you guys the rig of what exactly is going to go on first before I even show you the hole. Now I want to show you guys the actual hole. So as I'm walking close, just a couple steps here. Pretty crazy, guys. You can see there's steam coming straight out of this water. It's supposed to be about 140 to 180 degrees Fahrenheit, so you will burn yourself if you try like taking a dip in here. But it's super sick, literally in the middle of nowhere. Когда блогер кидает iPhone в котел дьявола, вышло кое-что жуткое. И когда он просмотрел отснятые кадры позже, он был просто в шоке.
Слышно, будто кто-то кричит под водой. Но вода слишком горячая, и поблизости в тот момент из людей никого не было. Многие комментаторы этого видео предположили, что это что-то мистическое и крик нечеловеческий, ведь не зря это место носит название «Котел дьявола». Сам блогер говорит, что понятия не имеет, чем мог быть вызван этот непонятный подводный крик. Думаю, немногие могут снимать на видео мост, который находится на большой высоте, высунувшись наполовину из поезда. Но этот парень по имени Сараб Рауд живет в Индии и много ездил по этому маршруту. Неожиданно мужчина замечает что-то необычное вдалеке, очень похожее на чей-то прозрачный силуэт. Но это еще не все. Совсем рядом с поездом стоит еще одна фигура, она полностью черная и похожа на силуэт ребенка. Я не знаю, что это могло быть, но думаю, что в таком опасном месте дети не играют. Более того, если предположить, что это обычный ребенок, то остается вопрос: как он туда попал? Все началось 7 августа 2017 года. Пользователь Твиттера под псевдонимом Адам Эллис начал делать посты про Дэвида, мальчика с проломленной головой, который приходил к нему в кошмарах. После нескольких снов про этого ребенка Адам начал искать про него информацию и нашел. Мужчина узнал, что слишком давно в его квартире жил мальчик Дэвид с родителями, но ребенок умер при ужасных обстоятельствах. Как говорит Адам, сны об изуродованном теле Дэвида были настолько страшные, что он после пробуждения еще долго не мог уснуть. После того, как мужчина просыпался после очередного кошмара, его кошки, одна или несколько, обычно стояли и пристально смотрели на дверь. Предполагается, что кошки взаимодействуют с потусторонними вещами. И Адам считает, что его домашние питомцы как раз контактируют с духом мертвого мальчика. Плохие сны про смерть Дэвида и странное поведение кошек продолжалось около месяца, не утихая ни на секунду. После этого Адам уехал в командировку и ради интереса поставил камеры в доме, чтобы они снимали во время его отсутствия. И то, что происходило в доме в этот период, повергло Адама в шок. 28 августа 2017 года камера Адама сняла, как зеленый стул начал расшатываться сам по себе. Это не могло быть открытое окно, потому что он все их закрыл перед тем, как уехать. После того, как стул перестал шататься, панцирь черепахи, который висит на стене, без ведомых на то причин упал. Любой из этих инцидентов странный сам по себе, но оба вместе слишком редкое совпадение. Странные вещи так и продолжились. А в конце октября 2017 года Адам сделал это фото. И на нем видно, как в окне снаружи дома проявилась странная фигура, очень похожая на силуэт маленького мальчика. Адам уверен, что это именно Дэвид. Вот улучшенное качество картинки, чтобы вы могли лучше разглядеть фигуру. В тот момент никого за окном не было, и фигура проявилась уже на фото. Уже прошло много лет с тех пор, как все это произошло. Но Адам уверяет, что это все реально и имело место быть. Таинственный белоснежный туман приближается к этому дому и ненадолго улетает. Затем снова приближается к двери дома. Может, некоторые подумают, что по объективу ползает насекомое, и, может, будут правы. Но посмотрите внимательно за поведением этого полупрозрачного облака. Сначала оно проходит около ступенек, а затем будто разворачивается и подлетает к двери, и будто, протягивая руку, стучит под ней. Что это может быть, решайте сами. Эта камера видеонаблюдения фиксирует странное явление, на которое нужно взглянуть еще раз. При воспроизведении с обычной скоростью вы увидите, что размытый объект появляется в кадре на очень короткое время, а затем также быстро исчезает. А если замедлить это видео, то можно заметить, что этот объект движется с быстрой скоростью. Объект выглядит смутно, но камера смогла определить голову, туловище и ноги. Камера все обозначила маленькими фиолетовыми квадратами. Может, это сбой камеры, я не знаю. А может, это какая-то необычная сущность, которой, по идее, не должно существовать. На сегодня вот и все. Я никого не убеждаю верить во все это, и каждый все решает сам. До новых встреч!